Всем привет! Китайцы не перестают подогревать интерес к грядущему релизу новой оболочки MIUI 11. И в сегодняшнем видео я вам расскажу новую порцию свежих новостей, касающиеся предстоящего релиза. Кстати, чтобы быть всегда в курсе всех новостей, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Рупор новостей у нас теперь Mecom и раздел Other Countries. Тут нам выдаются некие откровения разработчиков компании, которые вплотную заняты разработкой нового ПО. Что прикольно, разрабы сами не знают, что именно будет в конечном варианте MIUI 11, хотя сами же пишут, что финальные тестирования уже идут, о чем, кстати, я говорил в предыдущих роликах. Ну и что там по новой информации? MIUI 11 будет оснащено новым монохромным режимом с низким энергопотреблением, который можно назвать режимом энергосбережения. Этот режим отключит все системные функции, кроме вызовов и сообщений, и переключит пользовательский интерфейс в монохромный режим для экономии заряда батареи. Согласитесь, показатели экрана в 10-12 часов теперь будут очень реальными на телефонах с батареями 3300-3400 мАч, но это всего лишь мои мечты. Второе. Китайская версия MIUI 11 будет иметь новые значки с общим унифицированным дизайном. И новая MIUI также будет поддерживать автоматическое управление скриншотами, которые будут автоматически удаляться после их публикации. А вот это уже как раз из разряда must have. Третье. Команда MIUI China также сообщила, что новая оболочка будет поддерживать возможность голосовых вызовов в приложении QQ и в локальной корзине, в которой можно хранить удаленные файлы с телефона до нескольких дней. Но как из этого следует, это будет на китайской прошивке. И последнее, опять речь за рекламу. Как я ранее уже рассказывал, ее станет меньше по заверениям разработчиков. На этом будет сделан особый акцент. Но мы-то ее умеем сами отключать, и в случае чего справимся и с MIUI 11. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. Поддержите это видео лайком, если оно вам было полезным и интересным, и также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, всем до новых встреч!